первое, что мы изучаем, это сотворение мира. То есть от самого начала. Вот как считали мы, наши предки, как был сотворен мир. И проживаем это и театрально, и дается несколько точек зрения. Научная точка зрения, древних славян, мифы, и библейская точка зрения. Если мы находимся в другой стране, то мы начинаем изучать культуру с мифов о сотворении, например, Египта, или Индонезии, или Греции. Далее, нам, например, по русскому языку нужно усвоить правила «ши» и «жи». И мы берем этот текст о сотворении и там ищем это правило, выписываем его оттуда. Или нужно усвоить 9 разрядов местоимений. Мы сейчас их усвоили в 4 классе и даже в 3, когда поиграли в них. А это не тема 3 класса, вы знаете, да, все 9 разрядов. Так вот, дети через игру, через вопросы прожили это и усвоили эту тему. Итак, мы выписываем эти местоимения, ищем в тексте, например, мифа определенного народа. Далее, если мы находимся в России, допустим, вот мы изучали тему Сергия Радонежского. Соответственно, на математике я прошу, кстати, у нас все учителя университетские, даже в начальной школе. Тоже могу сказать, почему. Но вот каждый же из своего опыта исходит. Например, мой опыт такой. Я прекрасно помню, что со мной было в детском саду. У нас был такой воспитатель. Мы ставили театральные постановки, у нас были выставки постоянно. И это была такая сказка. А потом первые 3 класса школы я не помню. Вот не помню. Вот как? Потому что учитель ничем не горела, ни одним предметом. И у нас класс тоже ничем не горел, ни одним предметом. Поэтому я решила даже в начальные классы привлекать профессионалов. То есть тех учителей, которые горят своим делом, своим предметом. И у нас из МГУ там профессор математики, которого дети все ждут с удовольствием, прыгают, когда же будет математика. Так вот, сочиняет математик задачу, связанную с Сергием Радонежским, с Куликовской битвой. То есть мы проводим связь. То есть им нужно, например, если мы в Египте находимся, им нужно усвоить площадь, посчитать, а мы в этот момент находимся у пирамид. То есть мы заходим во внутреннюю камеру гробницы, берем с собой заранее, измеряем внутреннюю площадь этой гробницы, высоту входа в эту камеру и высоту саркофага. И вот дети подбегают и радостно говорят: а саркофаг-то выше, чем вход. Там нужно входить согнувшись. Получается, что сначала построили эту платформу, поставили саркофаг, и только потом уже возводили остальные блоки, а не построили ее целиком, а потом выносили этот саркофаг. Еще один момент. Мы стараемся не давать готовых ответов сразу детям, а задаем вопросы. И выстраивается много гипотез. Вот так я начинала когда-то работать в школе. Я не могу преподавать то, что мне непонятно. Я думаю, ну давайте будем вместе открывать. Вот представляете, Осирис зеленого цвета. Сейчас вот на тему Египта. А почему он зеленый? А почему боги звероголовые? У этого шакала, там, сокол и так далее. Я у детей спрашиваю, а почему они звероголовые? А почему Осирис зеленый? И вдруг столько ответов рождается. А зеленый у нас природа. А она зеленая, когда живая. Это значит, что он символ жизни. А ведь правда, он символ плодородия, растительности, Осирис. А почему они звероголовые? И дети дают ответы. Ну, сокол, он летает. Он летает высоко, его зрение отличается от нашего. Зоркостью. Это сила полета, это зоркость и так далее. И потом, когда я уже изучала египтологию 5 лет научно, я была потрясена тем, что те ответы, которые дали дети, абсолютно точно соотносятся с представлениями древних египтян о своей собственной религии. И философии, и культуре. То есть архетипы заложены в нас изначально. И если спрашивать, то они всплывают из сознания любого, детского, взрослого. А если давать готовые ответы, ну, сами понимаете. И если мы находимся в Индии, то вот у нас класс был в Индии под баньяном, в джунглях на склоне горы. И мы специально построили, вы знаете, это дерево, которое пускает корни, воздушно укореняется, и вот даже лес может образовать.
Вот. И когда нам нужно было, опять же, усвоить эту площадь, мы его обходили, мерили и считали его площадь реально, ну, вот этого реального конкретного баньяна. Мы стараемся связать теорию с практикой, чтобы это не было просто вот знаниями, оторванными от жизни. И проектная деятельность. Мы сейчас в России и изучаем русскую культуру. Мы съездили, вот Сергея Радонежского, когда изучали, мы съездили в Радонеж, Сергиев Посад, Хотьково, то есть те места, где он жил, творил, пленэр там устроили, то есть рисование. Рисование связано с темой. Мы написали сказки на эту тему. У нас сейчас книга готовится сказок детей, написанных в разных странах, которые мы посетили. И изучили, съездили в музей Васнецова. Русские сказки изучали, их символизм, песни, естественно, русские народные, мебель поленовой. И дети делают авторские проекты мебели. И вот сейчас мы со столяркой договорились, и сейчас идет уже работа. Дети сделали эскизы своей авторской мебели в русском стиле. Столик и стульчик начали мы. И вот сейчас они изготавливают по своим собственным эскизам. И это 4 класс, 3-4 класс. И вот скажите, пожалуйста, в 16 лет у нас выходят дети из школы, что они умеют делать реально? Они обычно напичканы теоретическими знаниями, и если родители не постарались, то только благодаря умным и чутким родителям дети поступают в вузы, но не благодаря школе, ну, массово, да, если честно ответить. И дети не знают даже, куда, как бы определиться, что умел мальчик в 16 лет крестьянский и девочка. Все, что умел взрослый. Избу построить, поле вспахать и так далее. Девочка умела вести хозяйство, шить, вышивать, ткать и так далее в 16 лет. Что у нас девочки сейчас умеют в школе? В 16 лет аристократ ребенок. Мальчик в 16 лет аристократ умел спроектировать проект усадьбы полностью, как архитектор, и построить ее от и до, усадьбу. Ну, соответственно, был готов к службе, госслужбе. Это помимо того, что он умел прекрасно танцевать, да, рисовать и знал несколько языков. То есть это уже был полноценный член общества, обладающий профессиями. Девочка умела вести хозяйство всей усадьбы, а это непросто. У нас представления бывают у некоторых об аристократах, что они вот такие белоручки. Тоже владела одним или двумя языками, умела прекрасно рисовать, несколькими видами рукоделий. Девушки тоже владели. Это я все к чему? К тому, что в школах нужно обучать детей профессиям. И мой опыт показывает, вот мы уже попутешествовали по разным странам. В какой бы стране мы ни были, наши дети умеют зарабатывать. На Бали они открыли свой вегетарианский ресторан. Делали авторские блюда. И за небольшую цену все это продавали. Но это не игрушечные деньги, это реальные деньги. И подходили они к этому творчески. И даже костюмы себе сделали, авторские, вот, для того, чтобы работать в своем вот этом вегетарианском ресторане. То есть дети способны создавать нечто прекрасное, не просто пластилином что-то лепить и повесить на стену вот в этом возрасте, хотя это тоже прекрасно, вот, но реальный продукт сделать, уникальный, авторский продукт. Почему? Я еще настаиваю на авторском. В советское время мы все делали, мальчики, одну табуретку. Все учимся одну табуретку делать. Девочки шьют либо там фартук один, да, мы делаем авторские проекты одежды. Девочки у нас делают. И все вместе вот мы делаем авторские проекты мебели. У всех все разное, свое. Дети наши смотрели традиционные представления, это танец кичак, Рамаяна представление на острове Бали, потом мы сами его разыгрывали. То есть мы проживаем, и, соответственно, Рамаяну мы и писали на русском языке. Учебники с нами летают, программу мы все усваиваем, в конце года сдаем аттестации. И дети получают не только, вот это, пожалуйста, игрушка русская народная, еще светильники мы лепили с
школами, с международной школой и с детками. Мы хлудневскую игрушку и дымковскую лепили. Грематухи, куклы, которые гремят, как погремушки, и свистульки. А потом устроили праздник свистопляски. Это тоже было очень весело. В нашей школе родители единомышленники, которые готовы тоже в чем-то участвовать, которые тоже развиваются, которые с живым внутренним ребенком, которые постоянно учатся и познают что-то новое.